Привет-привет! Ну что, вот и выбрался я наконец на одну из своих любимых речек. Здесь мы обычно ставили палатку. И на этой реке я не был ровно, наверное, с июля месяца. Это так, для меня это очень волнительный момент, потому что я эту реку обожаю. Ой, какая же она красивая, а? Живописная река с журчащими перекатами не всегда сулит хороший улов. Эта многообещающая рыбалка начиналась как очень трудовая. Множество хрестоматийных и перспективных мест было тщательно обловлено 2 десятками приманок, но все было тщетно. Лишь изредка клевал полосатый разбойник – окунь. Однако все изменилось, когда я поставил воблер Сюсян. Эта приманка полностью перевернула скучную рыбалку, сделав ее одной из самых ярких в моей жизни. Рыбалкой мечты. Смотрите до конца. Я постараюсь ответить на вопросы. Где кидать? Как проводить приманку? Вот это аппаратик. Вот это да. Это просто да. Класс. Сейчас я фотку сделаем и отпустим, замерим. Так, взял вот такой вот красавчик. Просто посмотрите на эту морду. Это что-то с чем-то. Я не знаю. Сейчас его замерим. Ой, ну-ка ты монстр. Кило 250. Пошел. Четвертая поклевка. Что ж там за рыба? Да, такая рыба, конечно, это что-то с чем-то. Так, ребят, иду на увеличение. Тут вообще уже какие-то аномальные размеры пошли. Это просто какой-то жесть какая-то. Сейчас мы его тоже замерим. И, конечно же, отпустим. Батарейка в камере. Но головали все пошли крупнее и крупнее, поэтому уже такой пошел. Сейчас мы тебя тоже замерим. Потому что размер прям впечатляет. Опа. Голова сюда. О, полтос. Есть полтос. Да, полтос ровно.
Полтосик. Так, кило 450. Ой, живай. Сейчас он должен подышать. Такой толстенький, хороший. Пуля. Блин, ребята, я не знаю, что это такое. Просто здесь все кидал другими приманками. Поставил сезон, получил 5 поклевок. Все вот такого рыбы. 50 сантиметров. И это что с чем-то. Будем продолжать. Погнали. Вот так вот посадить надо. Аккуратненько. Очень нога болит. У меня просто порваны оба мениска. Колено еще сильнее пухло. Поэтому сейчас приходится выживать. Очень больно. И так, на ибупрофене. Ну что нельзя шарить рыбалки. Такие мы люди уже больные. У меня этого уже 9 поклевок таких прям, чтобы вот прям крупная рыба, чтобы я ее видел визуально. Даже размер могу там где-то больше 50, где-то меньше сантиметров, я имею в виду. И я визуально видел поклевку саму. То есть он как не только, я думал, на плюх. Нет, все-таки идет на колебания. Ну, такие сильные поклевки. И вот этот еще спиннинг. Спасибо, Дима, если меня смотришь. Потому что это стекло, и оно дает такую чувствительность на поклевки. Голова летает как сумасшедшая. А тут он просто бьет, и это как разряд током. Какое-то, не знаю, непередаваемое ощущение. Честно говоря, не с чем мне сравнить, потому что ну, у меня никогда такого не было. Стекло, легкое, отлично вяжет рыбу. Я то есть боялся. Думал взять свою Ямагу, там карбоники. Но стекло и стекло. Поэтому классно. Ладно, погнали. Это в стиле было соловья фишинга. То есть плавляем ее туда, просто закидываешь и даешь ей там играть самой. Можно чуть-чуть пальчиком вот так. Главное вовремя засечь. Блин, сход. Обидный сход. Ну ничего. Давай. Боец. Опа! Боец. Опа! Блин, провалился в болото. Ну это прям сегодняшний рекорд, наверное. Это прям хороший голавль. И сам отцепился. Я не знаю, сколько тебе.
Сейчас мы тебя будем замерять. Да, вот это рыба. Рыба моей мечты. Это просто рыба моей мечты. Сколько тебе? Сколько ж тебе? Подожди ты. 53. Так, тара 0. Так, кило 650. Все равно худоват. Клюнул такой вот головчик. Это просто красота. Такой большой. Он просто огромный. Он просто шикарная рыба. Такие эмоции мне дала. Пошел, пока-пока. Вот это эмоции. Вот это ради чего стоит вообще жить. Это просто что-то с чем-то. А, как же классно, что сегодня выехал. Какая же классная это. Какой-то классный воблер. Это офигеть. Круто. Сделать запрос. В принципе, там хикари можно было попробовать скинуть. Но я уже не буду менять, потому что мне, в принципе, зачем менять то, что классно работает. Я уже и так два часа на одной точке убивал на всякие воблерни. Ну, думал, может, случайность с этой сюзеной. Однако сюзена работает. Действительно работает. Там, где крупная рыба есть. То есть земель сейчас даже туда не подхожу. А где крупная, подхожу. Вот. Как-то так. Что это такое? Как будто там что-то большое. Но это явно небольшой голавлик. Вот такой же. Самый маленький, наконец-то. То есть клюет, в принципе, и такие головли. Ой-ой-ой. Не знаю, видно вам или нет, но каждая рыбка подплывает к нему и дюпает его по крылышкам. Абсолютно каждая рыбка вот проходящая. Я просто вижу в поляриках здесь вот 6 рыбок. Но они небольшие все, и они не могут атаковать. То есть это своеобразный фильтр. Сейчас попробуем, поставим здесь другую приманочку. Может, она тут зайдет лучше. Работает. Слушай, нормальная рыба даже. Сейчас, подожди. Ох, понесся. Какая торпеда. Ну все, он живой. Ну, видите, хикари, в принципе, работает, мелочь собирает. То есть, если у вас нету крупной рыбы в данной точке, смысла кидать особо нету. Я имею в виду сюзен. Надо вот на кренке нормально работать. Ну, а там здесь крупные рыбы вообще не провоцируют почему-то никакие кренки. От самого большого до крупного ничего. Вот сюзен провоцирует. Перкс заброс сделал хикари. Хикари в этом цвете это просто очень хороший угар. Оп. Наверное, голавлик был. Какой же кайф ловить на такой реке. Просто безумный кайф. Ну, рыба кормится, мелкая вся. Наверное, надо не зацикливаться, эти крупную искать.
конечно, мелко. Тут крупной рыбе, наверное, делать нечего. Хотя он какой-то камень есть. Попробуем под камень кинуть. А может что-нибудь будет. Бляха. Это худший кошмар. Костянгистая — это вот такая штука. Трава. Это самый главный минус. Все остальное можно стерпеть. А траву ты просто должен вовремя затормозить пальцем. Да, на это речке можно нули легко словить. Я там гарантирую, если не подойдешь ключик. Вот если бы я ловил сегодня на свой топ из топов хикарь вечный, то была бы у меня только мелкая рыба, и то только в одной точке. Потому что я кидал ее очень часто. Да я, в принципе, уже не один год ловлю на этой реке. Сколько раз она меня прокидывала, пока я не мог ее понять. Такая специфическая очень. Она вроде бы мелкая, эта яма. И рыба, то есть, ну, такая непредсказуемая. Опа. Вот это да. Оставил, пошел. Хорошо, что решил поменять. Часто смена приманок. Тактика хорошая. Ну, то здесь, наверное, не знаю сколько в приманках. Потом озвучивать, здесь появится циферка. Это, конечно, бывает такое, да. Так, если прикольчики я не очень люблю. Удачи тебе. Давай, давай. А что ж ты будешь делать? Я что-то перепробовал все. Большая рыба. Большая. Спиннинг отрабатывает. Очень большая рыба. Опа. Ой, с кучей говна набрал. Да, удивляешь, я ж тут все прокидал. Брал другие приманки, ничего не было. Тут с первого же заброса и со второго получаем поклевку такого. Ой, ну такой тоже большой. Ну да, такой хороший. Надо тебя, блин. Сейчас его замерим. Ой, кайф. Ой, блин, нога застряла. Вообще полностью не могу достать. Да, конечно, красивая рыба, красивая. Такие поклевки просто вот это, не знаю, как вам писать. Как вам это писать? Спиннинг МР, это что с чем-то. Он так классно вяжет, и ощущения такие просто крутые.
Так, ну сколько я думаю, 45-ких. — 45 ровно. Попробуем. Торпеда понесся. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Ужас какой. Наверное, присяду, отдохну. Вопрос уже. Ой. Сход. Это была хорошая рыба. Ну вот классическая проводка. Чуть-чуть вот на снос. А тут уже позволяем, что тут какую задачу ставим. Если дальше облавливать туда, можно пустить леску, пальчиком придерживать. И с момента не просрать поклевочки. Вот до этого угла уже все, можно вынимать. Дальше пугаем. То есть, в принципе, где-то сегодня процентов, ну, 50 было. 50 было процентов на плюх. Или на первые два колебания, а потом уже, знаешь, поклевки, конечно, это не мелочь, это просто, когда она бьет большая, как-то не может удержаться или что, непонятно. Хотя уже приманка настолько популярная за 2 года эти. И у меня то на 2 года было, но в этом году я только ее раскусил, как играть и где кидать. Самое главное, что я не понимал, где ее кидать. Теперь я четко понимаю, где ее надо кидать и где ее не надо кидать. Да, это, конечно, какая-то уникальная приманка, конечно. У меня было много всяких кроулеров. Но чтобы так калибровать рыбу, честно, это просто провокатор крупной рыбы. То есть обычно, если крупно, ничем не спровоцируешь, она прям ничего не хочет есть. Вот так бывало. То есть изредка он атакует, там 11. То есть 10 к 1 где-то. 10 мелких на одну крупную, 45-ка это крупно считается. Тут же сегодня просто вот пошли полтосы. Все около 50 метров, и все крупное. То есть так одна рыбка там была маленькая, 25 сантиметров, наверное, таких. Но я теперь потерял всякий интерес к ловле обычными кренками. Большими, маленькими, где-то там клатч, дабл клатч. Ой, клатчи, всякие там свитчеры. Вроде бы классные эти, но, блин, конкретно сегодня день вот этой приманочки. Я, наверное, не буду сейчас менять, потому что у меня уже времени мало. Сейчас попробуем ловить самые такие глубинные места, затяжки. То есть надо кидать под деревья, где яма, тягуны, коряги. Самые-самые коряги кидать. Там, где обычную, ну, очень сложно провести приманку. Неважно, какая глубина, все равно у нас поверхность живет сейчас. Чем глубже, тем лучше. То есть, если видите вот вертикальную стену, вот будет глубина, еще и деревья, вот это прям идеальное место. Если еще будет какая-нибудь коряга, он типа такой, да, там он прям под самую корягу надо кинуть. Ну, еще получше. Посмотри. Вот эти места идеально просто для вот этой приманки. И небольшое течение. По крайней мере, сегодня. Адреналин по полной, и мысли скомканы. Попытаюсь как-то сказать пару слов. Все-таки рыба крупная атакует исключительно вот эту приманку. Больше ничего. Мелкая, кстати, тоже его атакует. Рыба вся пустая. То есть она уже вся отнерестилась. Она вся какая-то худая. То есть при длине там 53, вес рыбы, по-моему, кило 750. Хотя там стабильная двушка должна была быть, если бы это была другая река. Потому что она просто худая там все. Ну, может, особенно старики такие. Вот, сейчас еще пойдем в одну точку прокидаем и будем собираться потихоньку. Коротко расскажу о своих снастях, ну, в принципе, подведу итоги. Погнали. Так, ну что, надо подвести итоги. Сейчас пошел дождь, поэтому прячусь тут под навесом. Коротко хотел бы рассказать, что сегодня ловила. Прежде всего, ловила сегодня вот эта вот приманка. Это Сьюзен.
или Сюзанна, как ее еще называют. Она у меня есть в 3 цветах. Вот это, он кидал только эту. Она давала поклевки, когда другие приманки просто не работали. Потому что изначально я приехал, 2 часа кидал, там, не знаю, больше 20 приманок кидал. И вот буквально со 2-го или с 1-го заброса, я уже не помню точно, сразу последовала поклевка, головля 49 сантиметров. Вот. Ну и потом в течение дня я еще менял приманки различные, пробовал кренки побольше, поменьше, баги всякие, все, что можно, пробовал. Но, конечно, именно калибровку делала именно Сюзанна. И хотелось бы отметить, что вся рыба атаковала, абсолютно вся атаковала, как маленькая, так и крупная эту приманку. Я просто смотрел, наблюдал, как видел, как за одну проводку 6 поклевок было, небольших головлей. Вот. Особое сочетание мне дало эмоций. То, что, во-первых, такая поклевка в приглядку крупного головля с ударом на перекате Сюзанна, это сама по себе феноменально, да? Так еще и вот этот кастинговый спиннинг. Так уж сложилось, что предыстория, я сломал свою Ямагу на одной рыбалке. Благодаря вот тому, что я сломал спиннинг, я начал присматривать. Хотел что-то себе такое до 10-15 грамм и мультипликаторная катушка, чтобы именно такие объемные приманки, как свитчер, клатч, Сьюзан, и можно было кидать и выкорчевывать рыбу из травы, потому что если крупная приманка, и плюс это коротыш, то есть это там 1,50 м, 5,6, я не помню, сколько там, 1,60 м, 1,50 м. Изготовлен это МР, название будет здесь, он изготовлен из специального стекла, насколько я помню, оно легкое и очень звонкое. И когда эти голавли атакуют небольшой, у тебя это как разряд током. А когда вот такие по 45, 53, 50, это вообще какие-то эмоции феноменальные, я не знаю, это я просто испытал такую гамму чувств, я назову, вот, пожалуй, вот этот вот опыт, это лучшая рыбалка в моей жизни, причем, что у меня было довольно много, там, я очень давно рыбачу, но именно таких по ощущениям я никогда такого не испытывал, потому что вот этот мне спиннинг с катушкой и Сьюзан, и эти огромные рыбины подарили такие просто феноменальные эмоции, поэтому я даже не знаю, что сказать, просто сейчас попью чайку и буду кайфовать. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У меня еще есть группа в Телеграме, делимся опытом, очень толковые ребята, вот, поэтому буду рад видеть. Ну что, пока, отпускайте рыбу.